этот фильм про камины и барбекю. Но прислал их мне мой зять Коля. Ему поступил такой интересный заказ оформить картину вот этой горы Арарат. И оформить ее внутри помещения. То есть вот совсем нестандартная работа для нас. Обычно мы работаем на улице, там бетон, беседки, цоколя, там фасада. А это такая нестандартная работа. Ну, Коля взялся, и как всегда, все работы его на уровне. Вот смотрите, какая интересная работа. То есть, ну, что нам повезло? У нас есть много форм, отливков, лепных изделий. Ну, я раньше занимался лепкой, и у нас сохранился склад вот таких форм. А вот так это делается работа. Это обычная, ну, как бы сказать, отделочная работа. Делается она с таких вот профилей. Потом берется гипсокартон и делается такая обманка. Ну, задача была именно оформление картины. Ну, как ее оформить? Вот смотрите, здесь уже великолепный интерьер. Ну, вот нашли такое решение сделать такой мини-камин. Камин там, будем говорить, электрический. И вот, а как, раз камин электрический, то его надо сделать вот в такой лепной, будем говорить, сделать отделку лепную. У нас есть интересные вот такие атланты, подпирающие своды, плюс вот всевозможные колонны. И вот такая вот очень оригинальная работа. Теперь надо покраску сделать, сопряжение, и вот интерьер готов. Вот так вот Коля позирует, смотрите, цвет, беж, полы кафельные, все это согласуется в тональности. Ну, вот смотрите, вот такой был объект. Ну, фильм получился короткий, как бы фильм вообще нету. И поэтому я в этот фильм решил добавить еще кольные работы, барбекю, которые свойственны нам. И вы многие работы видели. Вот тоже обманка камин, вот так он делался. То есть муровался обыкновенный там, электрический камин с подсветкой. И под пень, под бревна. А этот настоящий барбекю. Видите, беседка такая зимняя, летняя. То есть можно и на улицу выйти, а мангал сам находится внутри помещения. Вот есть вот такой интересный, ну, как мангал открытый со светильником и со столиком. А в столике находится мойка. А это интересный вот такой пенек и как бы домик наверху. И он является и дымоходом. Вот такие наработки есть. И это уже, ну, как бренд получается. Мы, ну, как, мы много делаем. И Коля, он, смотрите, это все Колины работы. И уже как бы заказчик, ну, именно хочет такого плана работы. А здесь вот и корни, и пни, и декоративная штукатурка, колонны, камни. То есть вот такого плана работа. А это целая беседка. Ну, там дальше будет на эту тему, ну, вид беседки, вот, в принципе, вот она, эта беседка, с этой стороны, вот такой дымоход, а с той стороны, то есть находится барбекю. То есть есть уже определенные технологии, то есть мы делаем и летнюю, и зимнюю беседку, то есть под одной крышей, то есть если холодно, можно, ну, как говорится, вот, прятаться в комнату, а если тепло, то люди не хотят и, будем говорить, вот отдыхают на улице. Вот обыкновенный тоже каминчик со столиком. Ну, опять здесь принцип вот сложенный, то есть идет умывальник, камин, барбекю, вот опять домик, он уже тиражируется, людям нравится такая работа. И идет столик, и на таких корнях все это вывешивается. Сзади идет стеночка, а это вот Коля позирует в своем камине беседки. То есть здесь вот опять и ковка декоративная сделанная, декоративный камень. Ну, все стандартно, отработано. То есть вот так вот развивалось это направление и отрабатывались какие-то приемы. Ну, вот этот, видите, камин, где идет сбоку разделочный такой столик, и там находятся дрова и лавочка. Ну, лавочка потом будет оформленная и сделанная там под дерево. А это вы видите такой фрагмент полы. Ну, это здесь будут теплые полы, и вот человек сел, включил полы, подогрев, и может в любое время года, ну, то есть гулять или там праздновать в этой беседке. То есть,
Ну, уже такие технологии, что позволяют делать ну, любые работы. А это такой барбекю вид сзади. То есть вот так он выглядит. То есть, вот смотрите, домик это один из первых домиков, лавочка, каминчик. И это где-то мы делали в Козельске работу со светильничками. Ну вот он имеет такую форму. А это интересно, печка грубо, и видите, там даже воду подогревать можно, и котел, вот такое целое направление, и там со скульптурами. А это еще одна беседка. То есть, ну, опять есть стандарты, по которым я работаю. Так беседка выглядит. Вот она выварена с профилей, и там и мостик идет, и опять есть закрытая территория, где можно зайти. А вот это вы видите, вот так она варилась вначале. То есть она без кирпича. То есть сетка обтягивается, ну, можно с пенопластом делать, можно без пенопласта, это не принципиально. То есть принцип вот такой вот. Это тоже беседка, ну, будем говорить, выполнено по таким, ну, по таким принципам. То есть мы варим каркасы, мы не делаем ни кладку, это достаточно быстро, будем технологичные работы. И водоем сюда идет. Это тоже как бы вот потребность, водоемчик, купаться, там кто-то рыбу держит. А это такой маленький домик, домик-беседка, тоже с каминчиком. Это Калуга и забор. Здесь 1000 квадратных метров забора. А это очень большой объект, смотрите, как он выглядит. То есть кладка, газосиликат, смотрите, красный кирпич, вот лестница, а вот это результат. То есть стенки вот, оформлены под такой сруб деревянный, и видно вот это дерево, это дымоход, и это баня. Ну, есть отдельный фильм, как этот объект делался. Ну, очень попался заказчик, который очень хотел, и хотел все, и разрешал делать все. А это такой интересный, будем говорить, подпорная стенка. Ну, здесь тоже есть и домики, и камины, и барбекю. То есть это под Калугой. А это я вам небольшие подборки делаю от мастерской Колесника. У меня есть подборка каминов, барбекю, вот всевозможных мастеров разных. Вот смотрите, вообще нереальная работа, эскиз. Вот глядите, прям по этой трубе, там у нее целый будуар там, или спальня находится. То есть труба греет, и по ней и там можно по ступенькам подняться, и там комната. А это непонятно, что ли фотошопом, или такое дерево под камин. Ну, вот оригинальный такой подход, и я его тоже показываю. А это какая-то вот замковая, смотрите, громадный тоже камин в виде дерева старого сделано. И такая серьезная работа. И вот ну, тоже есть чему поучиться. А это вот великолепный, будем говорить, там декоративная штукатурка. Смотрите, какой отделочный камень, хорошие мастера. И вот для внутрянка, то есть она требует ну, очень серьезного подхода и кропотливости. То есть такой камин идет как скульптура. Ну, смотрите, это я ваш блогер, вот так с бутылкой позирую, а сзади мой домовичок и печка, русская печка. Это вот на Украине есть такая печка, и есть вот заказчик, который, ну, мы делали такой эскиз.